Всем привет! Сегодня я расскажу про Антарктиду. Пятый по площади материк Земли, превосходящий по размерам только Австралию. Единственный материк, который лежит в пределах географического полюса Земли. Практически вся суша континента лежит южнее Южного полярного круга. Около 97% Антарктиды покрыто льдом. Омывается водами всех океанов, кроме Северного Ледовитого. Ближе всего к Антарктиде находится Южная Америка, около 1000 километров. Береговая линия материка слабо изрезана. Моря неглубоко вдаются в континент. Наиболее крупные из них – Росса, Уиделла, Беллингаузена, Амундсена. Название в честь исследователя Антарктиды. Вокруг материка проходит самое мощное в Мировом океане течение – течение западных ветров. В Антарктиде нет ни одного государства и постоянных жителей. Здесь находятся только исследовательские станции, на которых ведется деятельность исключительно в мирных целях. В 1959 году страны подписали договор об Антарктиде, по которому запрещается на ее территории проводить действия в военных целях. Все направления от Южного полюса ведут только на север. В Антарктиде можно определить только крайнюю северную точку. Находится она на полуострове Антарктический, мыс Сифре. Самой южной точкой планеты является Южный полюс. Таким образом, мыс Сифре, являясь самой северной точкой Антарктиды, может считаться и самой южной точкой планеты. Антарктический полуостров. Крупнейший полуостров континентальной Антарктиды. Северная часть полуострова от 68 до 63 параллели называется землей Грэяма. Его протяжность с севера от основной массы 1200 км, а ширина с запада на восток в среднем 200. Северная часть земли Грэяма, протяжность около 130 км, носит название полуостров Тринити. На западе омывается водами моря Беллингаузена, на севере моря Скоша, на востоке моря Уэддала. На юг от этой земли располагается земля Палмера, названа в 1832 году руководителем британской антарктической экспедиции Джоном Биско в честь Джеймса Грэяма. До 1961 года на советских, немецких и британских географических картах землей Грэяма назывался весь нынешний антарктический полуостров. На американских он же фигурировал как земля Палмера, на чилийских земля О'Хиггинса, на аргентинских земля Сан-Мартина. На 10-м Тихоокеанском научном конгрессе в 1961 году было рекомендовано оставить название земля Грэяма лишь за северной частью полуострова, а земля Палмера за южной. В 1964 году это решение поддержали профильные ведомства Великобритании и США, чем завершили свой давний спор. Однако в Чили полуостров после этого нередко упоминается как земля О'Хиггинса, а в Аргентине как Тьерра де Сан-Мартин. В политическом отношении земля Грэяма является спорной территорией. На ее одновременно претендуют Великобритания с 1908 года, Чили с 1940 года и Аргентина с 1943 года. Они относят ее соответственно к британской антарктической территории, чилийской области Мегальянес и Ла-Антарктика Чилена и аргентинской провинции Огненная земля. На земле Грэяма и прилегающих островах находится множество заброшенных и действующих полярных станций разных стран мира. Среди последних Генерал Бернардо О'Хиггинс, Чили, Беллингаузен, Россия, Команданте Феррес, Бразилия, Роттера, Великобритания, 3 аргентинские станции Сан-Мартин, Марамбио и Эсперанса, капитан Артуро Прат, Чили, Арстовский, Польша, Палмер, США, Чанчен, КНР и академик Вернадский, Украина. На аргентинской станции Эсперанса в 1978 году впервые в истории Антарктиды родился человек Эмилио Пальма. В 1000 километрах к северу от полуострова, через пролив Дрейка, находится архипелаг Огненная земля. Высота ледникового плато полуострова достигает 2000 метров над уровнем моря. Антарктический полуостров по сути представляет собой притянувшийся с севера на юг горную цепь, по своей геоморфологии являющейся продолжением южноамериканских Анд. Этот факт является основной территориальной претензией на полуостров со стороны Аргентины и Чили. Климат антарктического полуострова является самым мягким на всем континенте. Наиболее теплый месяц январь со средней температурой плюс 2 градуса. Самый холодный июнь до минус 20. Климат западного побережья полуострова характеризуется как морской, антарктический и является наиболее мягким. В этой части температуры превышают отметку 0 градусов на протяжении 3-4 месяцев в году, а зимой редко опускается ниже минус 10. Количество осадков в разных районах полуострова сильно различается. Вдоль западного побережья от крайней северной точки до 68 параллели годовой уровень осадков составляет от 350 до 500 мм. Довольно значительная часть этих осадков выпадает в летние месяцы в виде дождя. Для сравнения, субантарктические острова обычно имеют уровень осадков от 1000 до 2000 мм в год.
тогда как внутренние районы получают менее 100 мм. Глобальное потепление оказывает заметное воздействие на климат полуострова. Только за вторую половину 20 века среднегодовая температура выросла на 2,5 градуса. На шельфе близ Антарктического полуострова находится ледник Ларсена, размеры которого в последние годы резко сократились. Антарктический полуостров был открыт 30 января 1820 года, всего через 2 дня после того, как первая русская антарктическая экспедиция под руководством Фадея Беллингаузена и Михаила Лазарева открыла шельфовый ледник, стекающий с берега Принцессы Марты, британским мореплавателем Эдвардом Брансфилдом, который картографировал его северо-восточную оконечность и дал ей название «Земля Тринити» в честь Тринити Хаус. На Антарктическом полуострове и прилегающих островах отмечается самая высокая концентрация исследовательских станций во всей Антарктиде, что объясняется мягким климатом этого региона. Кроме того, острова, лежащие вблизи полуострова, чаще всего посещаются туристическими судами. Северной частью полуострова ограничен ареал цветковых растений, растущих в Антарктиде, их всего 2 вида – луговик антарктический и Коламбатус кита. Площадь антарктических пустынь на западном побережье полуострова 400 квадратных километров. В результате глобального потепления на Антарктическом полуострове начала активно формироваться тундра. По прогнозам ученых, через 100 лет в Антарктиде могут появиться первые деревья. Массив Винсон, самые высокие горы Антарктиды, расположен в 1200 км от Южного полюса и является частью гор Элсуэрт, высочайшая горная система в Антарктиде. Длина массива 21 км, ширина 13. О существовании горного массива стало известно только в 1957 году. Именно тогда он был обнаружен американскими самолетами. Впоследствии он был назван в честь Карла Винсона, знаменитого американского политика. Высшая точка – пик Винсон, 4892 метра. Измерения высоты менялись с годами, от самого раннего значения 5140 до 4892. Массив Винсон – одна из самых высоких вершин Антарктиды, что делает их излюбленной целью альпинистов. Более 1000 человек поднялось на Винсон с момента первого восхождения. Очень точное измерение самой высокой горы Винсон было произведено с помощью GPS-съемки, произведенной группой фонда Омега в 2004 году. Летом, с ноября по январь, в условиях полярного дня температура в регионе от минус 40 до минус 70 градусов по Цельсию. Средний уровень снегопадов на Винсоне низкий. Основной причиной являются сильные ветра. Вторая вершина Джексон. На Антарктическом полуострове в земле Палмер. Ее высота составляет 3184 метра над уровнем моря. Это самая высокая вершина земли Палмера. Территории, на которой расположена гора, относятся к спорным антарктическим территориям Великобритании, Чили и Аргентины. Гора была открыта и впервые обследована в ноябре 1940 года в результате воздушных полетов членами экспедиции антарктической программы США. В 1939 и 1941 годах названа Эрнест Грининг в честь губернатора территории Аляски. Позднее переименовали гору в честь Эндрю Джексона, 7-го президента США, который подписал законопроект, позволивший Соединенным Штатам вести экспедиционные исследования в 1838-42 годах. Первое восхождение на гору Джексон было произведено командой во главе с Джоном Крэбом Кеннингтоном британской антарктической экспедиции в 1964 году. Третьим по высоте является вулкан Эребус, самый южный действующий вулкан на Земле. Высота 3794 метра. Расположен на острове Росса, где имеется еще несколько потухших вулканов, включая вулкан Террор. Постоянная активность вулкана наблюдается с 1972 года. Институт горной добычи и технологий штата Нью-Мексико, США, организовал здесь станцию наблюдения за вулканом. В кратере вулкана имеется уникальное лавовое озеро. Эребус был открыт в 1841 году английской экспедицией под руководством полярного исследователя сэра Джеймса Кларка Росса на кораблях Эребус и Террор. Впервые поднялись на его вершину и достигли края действующего вулкана 6 членов экспедиции Эрнеста Шелтона в 1908 году. Эребус находится на пересечении разлома земной коры и является одним из активнейших вулканов планеты. Из этих разломов периодически происходят мощные выбросы глубинных газов, в том числе водорода и метана, которые, достигая стратосферы, разрушают озон. Минимальная толщина озонового слоя наблюдается над морем Росса, где расположен Эребус. В 1979 году в склон вулкана врезался пассажирский самолет DC-10 новозеландской авиакомпании. В результате катастрофы рейса погибло 257 человек. Южные Шетландские острова. Архипелаг в Атлантическом океане, к северу от Антарктического полуострова. Архипелаг тянется с юго-запада на северо-восток, отделяется от Антарктического полуострова проливом Брансфилд, а от Южной Америки проливом Дрейка. В архипелаге множество островов, на большинство из них малы. Площадь архипелага 3687 квадратных километров. Южные Шетландские острова открыты в 1819 году британским мореплавателем Уильямом Смитом, совершившим плавание на бриге из Монтевидео в Вальпараисо. Он же в 1819 году совершил высадку на остров Кинг-Джордж, став первым человеком, ступившим на землю Антарктики. В 1940 и 1943 годах свои претензии на остров
заявили также Чили и Аргентина. С 1961 года все существующие территориальные претензии заморожены. Южная Георгия – крупный субантарктический остров в Южной Антарктиде. Площадь суши 3528 квадратных километров. Является крупнейшим в одноименном архипелаге. Южная Георгия и Южные Сандвичевые острова управляются с Фолклендских островов, хотя и считаются отдельной территорией. Губернатор Фолклендских островов одновременно является комиссаром Южной Георгии и Южных Сандвичевых островов. Скалистый остров, вулканическое происхождение, покрыт тундрой и океаническими лугами. В горах вечные ледники. Высшая точка Пейджет 2935 метров. Побережье изрезано. На берегах огромные популяции тюленей и пингвинов. Климат субантарктический. Среднемесячная температура от -1 в июле-августе до +5 в феврале. Осадка выпадает примерно 1500 мм в год. Равномерно в течение года. Постоянно сильные ветра. Погода в основном пасмурная. Геологический остров с южными Сандвичами, южными Шотландскими, южными Оркнейскими и группами скал относится к Южно-Антильскому хребту. В начале 20 века на остров были завезены северные олени, которые одичали и размножились, угрожая экосистеме острова в отсутствии хищников и выедая под корень тундровую растительность. Великобритания обратилась в 2012 году к норвежским специалистам за помощью в отстреле 3000 одичавших северных оленей. Остров был открыт английским торговцем Антони де ла Рош в 1675 году, впервые исследован и картографирован знаменитым мореплавателем Джеймсом Куком в 1775, который объявил его британским владением и назвал в честь короля. На остров, как и на Фолкленды и Южные Сандвичевые острова, претендует Аргентина. В настоящее время лишь в Грютвикене постоянно проживает 23 человека. Также работают научные станции, как сезонные, так и круглогодичные. Летом количество работающих возрастает до 50 человек, не считая кратких экспедиций. В 1982 году по 2001 на острове располагался военный гарнизон. Южные Оркнейские острова – группа островов в южной части Атлантического океана или в Южном океане в случае выделения последнего. Архипелаг состоит из 4 основных островов, крупнейший из которых остров Коронейшн. Его высочайшая точка – гора Нивея, достигает отметки 1266 метров. Общая площадь острова 622 квадратных километра. Большая их часть покрыта льдом. Климат Южных Оркнейских островов холодный, влажный и ветреный. Средняя температура зимой, то есть в июле, -10. Средняя температура летом около нуля. Максимальные значения могут достигать до -45 и +12 соответственно. Южные Оркнейские острова были открыты в 1821 году двумя охотниками на тюленей Натаниэлем Палмером и Джорджем Пауэллом. Южные Сандвичевые острова – субантарктический архипелаг, расположенный в Южной Атлантике, состоящий из 11 небольших островов вулканического происхождения и множества мелких островков и скал. Архипелаг, район которого иногда относятся к Южному океану, является восточной границей моря Скоша. Южные Сандвичевые острова занимают площадь 310 квадратных километров. В связи с тем, что не только среднегодовые, но и в большинстве территорий даже летние температуры в Антарктиде не превышают 0 градусов, осадки там выпадают только в виде снега. Дождь – крайне редкое явление. Он образует ледниковый покров, снег спрессовывается под собственным весом толщиной более 1700 метров, местами достигающий 4500 метров. В антарктических льдах сконцентрировано около 80% всей пресной воды Земли. Тем не менее, в Антарктиде существуют озера, а в летнее время и реки. Питание рек ледниковое. Благодаря интенсивной солнечной радиации, обусловленной исключительной прозрачностью воздуха, таяние ледников происходит даже при незначительно отрицательной температуре воздуха. Речки антарктических оазисов, протекающих по грунту, обычно не превышают длины несколько километров. Самая крупная река Оникс, более 20 километров длиной. Реки существуют только в летнее время. Антарктические озера не менее своеобразны. Иногда они выделяются в особый антарктический тип. Располагают они в оазисах или сухих долинах и почти всегда покрыты толстым слоем льда. Тем не менее, в летний период вдоль берегов и в устьях временных водостоков образуется полоса открытой воды несколько десятков метров шириной. Самое глубокое озеро Радок. Его глубина достигает 362 метра. На южном полярном материке совершенно отсутствуют заболоченные участки. В 1990-х годах российскими учеными было обнаружено подледниковое незамерзающее озеро Восток, крупнейшее из антарктических озер, имеющим длину 250 км, ширину 50 км. Озеро вмещает около 5500 кубометров воды. В Антарктике обнаружено более 140 подледниковых озер. Спасибо за просмотр. Если было интересно, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!